Жесинок. Как-то нет вопросов, неужели у всех закончились вопросы? Друзья, кстати, задавайте, отмечайте в журнале, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Вот, Слава, с какой я столкнулась ситуацией. Может, это и есть арт-вопрос. Был очень тяжелый большой заказ. 2-метровый холст. И дело даже не в размере, а в том, что заказчики не знали, чего хотели, и перессорились между собой. То есть создана была такая атмосфера, да, не очень доброжелательная. Картину пришлось переделывать не одну неделю и очень много раз. При этом параллельно я узнала, что в моем городе эти люди вообще считаются неплатежеспособными и строят дом и расплачиваются с электриками бутылкой водки. Это уже прибавочка. Это же самая твердая валюта всегда была. Ну, же сейчас в Черногории, там может по-другому. И могут и обмануть, и не заплатить вовсе. А тебе-то заплатили, расскажи. И вот после того, как я все-таки сдала эту работу, у меня наступило полное отторжение. Я не хочу выходить на пленэр и не захожу в свою мастерскую. Как посоветуешь справиться с этой проблемой? Накатить. Взять большую подушку от дивана и поколотить ее. Тем более, ты же знаешь это дело в совершенстве. Их колотить не надо. Ну так вот, все работы великие, включая Микеланджело, как «Здрасте, потолок покрасьте папе». Он покрасил потолок. Получилась фреска на века. Я не думаю, чтобы он делал это прям только по заказу. Я думаю, он делал это для вечности. Если мы делаем работу для вечности, мы делаем ее наилучшим образом, и нам, в принципе, вот плевать, купит он работу, не купит, я же для вечности делаю. Я всегда заранее готов, когда заказы бывают, к тому, что работу не купит. Более того, я даже не беру никакие там предоплаты. Я говорю, давайте так, я напишу, а потом мы с вами определимся. Если вам не понравится или там слишком дорого, я ее оставлю себе, она всегда будет. Я делаю это для себя, делаю с большим удовольствием. Поскольку вечность нас не отторгает, как же мы можем отторгнуть вечность и обидеться на нее, да? Не зайду в мастерскую, ни за что. И не просите меня. Я гордая. Мне они в душу наплевали своим невежеством и непониманием вообще, что это произведение искусства. Они еще там между собой ссорятся. Назло им не буду вообще картины творческие писать. Пусть все знают, я обиделась на искусство, на заказчиков. Вообще на факт заказа. Заказ будет писать совсем нетрудно, если мы, радуясь заказу, мы же зарабатываем, мы пишем для того, чтобы удивить всех, удивить себя сначала. Да? Написать это совершенно волшебно. Я сделаю этот заказ, сделаю работу, покажу всем и скажу, какая я молодец. Мне кажется, это очень достойное занятие. Вот для этого. Ну, какая я молодец. А вы что скажете, друзья? Давайте всем корпусом, всем отделением поможем справиться с Жесси, с этой задачей трудной. Друзья, тут такое дело, День влюбленных на носу, поэтому в нашей школе объявляется акция «Все уроки за половину стоимости». 50% скидки на все уроки до 15 числа февраля. Давайте перестанем ненавидеть, будем любить друг друга. Светлана Самойлик. Внимание, вопрос. Ведете ли вы, или, может, вели какие-то записи в тетрадке, или еще на берестой коре, да, на берестянке, или еще где, о своих, на стене, например, царапать, о своих наблюдениях и экспериментах в области художества? И если да, то как это выглядит, и пользуетесь ли вы ими впоследствии? В основном все на бумаге, на холстах, все эксперименты в деле. Как повар, например, готовит. Ну да, конечно, у него есть книжка рецептов. Но вот тут в том-то и дело. Для живописи книжка рецептов не подойдет. У меня раньше была книга такая про живопись, как там что-то писать, древняя такая. Читал, но толку никакой. Пока ты сам не попробуешь, я не знаю, пирог, яичницу сделать, чтобы она была вкусная. Никакие рецепты не помогут, хозяйки это знают. Готовят по рецепту, ничего не получается. Как только включаешь душу, какую-то интуицию, то сразу все идет здорово. Но вы же солите огурцы, Светлана? Солите.
как это? Вот сложно же сделать, чтобы они были прям... У кого-то наверняка прям сильно вкусные, а у кого-то не очень. И какие-то секреты, они такие неуловимые. Почти на уровне, я не знаю, как будто их и нет. Но все мои записи здесь, в YouTube. И я льщу себя надеждой выпускать такую серию книжек вам в помощь, чтобы они были всегда под рукой. Ну, такие лекции, как-то разбить их по темам, я подумаю, как. Так что видеозапись – это как раз и есть та запись о наблюдениях и экспериментах, которыми я с вами делюсь, этими записями. В другом виде ничего я не записывал. Но есть еще блокнот такой, OneNote такой для Windows. Ну вот я там какие-то делаю, когда цитаты бывают интересные, чтобы просто для вас. А так все наши разговоры, все, что я рассказываю, это результат моего внутреннего опыта такого в деле. Поэтому по записям как-то я вот по дневникам не спец. Лео Агутин, 5205. Нужен вопрос, окей. Стали бы вы посещать мастер-класс какого-либо современного художника? По каким причинам, что бы хотели для себя получить или нет? Нет, не стал бы. У меня все ограничивается радостью. Я очень искренне радуюсь, когда у коллег, у других художников получается так, что прям я, как классно сделал. Я могу кому-то написать об этом, сказать или просто поставить сердечко. Вот этого достаточно. Но чтобы куда-то ходить к кому-то, а к кому? И зачем? Если есть видение, фонарь, например, во лбу, третий фонарь, 2 здесь и 3 здесь, он освещает тебе дорогу. А что еще нужно? Путь известен. Иди куда хочешь, зигзагами, петляй, или вот так прыгай, или ползком, как, я не знаю, когда маленький был еще, я так наигрался в хоккей, очень любил играть на пруду. И уже я шел домой, у меня ноги, естественно, вот так вот подгибались, я полз, как Моресьев, в слезах весь, и катился вот так вот. У меня было, представляете, вот это я, да? Иду неровно, потому что ноги подгибаются, коньки, и уже все, еще 200 метров. Это огромное расстояние для ребенка. Я вот так положился на дорогу, на асфальт, и покатился вот так. Через спину перекатывался, в слезах весь, доползу или не докачусь, или не докачусь. Докатился, естественно. Варежки вот так вот, они у меня клюшку же держали. Снимаешь, они остаются в такой форме. Их так расщепляешь, варежки, на батарею, штаны с начесом снимаешь, тоже их переламываешь от мороза, на батарею. Вот так. То есть путь до дома мне был известен, и я катился себе, так и сейчас качусь. Мне интересно что-то делать, создавать, а не подглядывать. Я могу порадоваться, но так, чтобы сидеть на мастер-классе и смотреть, как другой пишет или делает ошибки. Это, как мне рассказывала одна знакомая в Сан-Франциско, она ходила на мастер-класс очень известного, даже страшно говорить, кого. Она говорит, исплевалась и я, и моя соседка, подруга, потому что он 5 часов, значит, вот так вот медленно там портрет какой-то рисовал. Тю-тю-тю-тю. Просто молча на сцене. Ничего не рассказывая. 5 часов. Говорит, это настолько увлекательное дело, живопись, что мне интересно изобретать, сочинять, фантазировать. Вот быть в этом самому, без подглядывания. Если ты прочно стоишь на ногах, я имею в виду, ощущение композиции есть, ты все время ее сочиняешь, да, понимание композиции. Рисунок есть, что еще? Тон видишь, с цветом экспериментирую вообще. Это бесконечная игра, в которую вот я пытаюсь вас вовлечь, и, в общем-то, получается.
Год назад примерно была выставка «Свет и цвет». Предлагаю ее посмотреть. Баннер с прямой ссылкой в конце ролика.